Всем привет, друзья! Сегодня начинаю видеоролик с обзор цен из дома. Съездила сегодня с утра в магазин, так быстро съездила, что не успела вам заснять, поэтому хочу сейчас рассказать, что же я купила. Так, ну сначала расскажу, что купила в лавке. Взяла шпинат, купила помидоры черри. Помидоры черри сейчас стоят 85 лир за килограмм. Это мне для рецепта надо. Шпинат мне тоже нужен для рецепта. В общем, вот это вместе вышло 69 лир. Далее я купила, заехала в БИМ вот эти вот два мисс крема. Нет, я в Шоке их взяла. В Шоке, в общем, вот такие вот есть 20% сливки, они дешевле. 15 лир стоят, поэтому я их беру в Шоке. В БИМе таких нету, ну и там уже начинаются от 30 лир. А эти всего лишь 15 лир, я всегда их беру, если нужно что-то приготовить. Вот, взяла также в Шоке рис. Стоит вот такая упаковка риса. Я взяла круглозерновой. Это мне для суши, для роллов. То есть я буду сегодня делать роллы. У меня дочка просит. В общем, для ролл всегда нужно такой круглозерновой. Килограмм риса стоит 33 лиры. Дальше вот эта курица в БИМе. В общем, вот эта курица, она дороже немножко идет. И она вот, знаете, без запаха. Я в последнее время начала замечать, что курица как-то вот немножко с запашком. Короче, эта курица, получается, вышла у нас на 211 лир. Называется франлык пилич. У них вот желтая в БИМе и зеленая хорошая. В общем, 211 лир за сколько здесь? Интересно. Здесь 2 килограмма, получается, 130 грамм. Вот, 99 лир, получается, за килограмм. Потом я взяла индейку. Индейка именно гюгус, что ли? Да, гюгус. Я ее как стейк готовлю. Она очень вкусно получается. Так, 184 лиры получилось. Сколько? 279 лир за килограмм стоит. По крайней мере, дешевле, чем говядина. Вот, взяла эски кашап. Это пармезан, кто не знает. В общем, эски кашап у меня получился, он со скидочкой был. Тоже 99 лир. Вот, курица получается 99,50, а вот это был сыр, по сути. Он со скидкой 99. Да. Сколько здесь? Сейчас скажу. 300 грамм. 300 грамм сыра, получается, пармезан стоит 99 лир. Это в БИМе. Ну и взяла, короче, вот такие вот две штучки. По 10 лир посуду мыть. Я всегда беру разные, пробую. Хочу ватами тоже такую штуку заказать, она неубиваемая. Здесь я беру всегда за копейки, но они убиваются. И вот на один комментарий быстренько отвечу. Там писали, что типа вот эти вот для приготовления рецепта, ну то есть для приготовления блюд, вот эти ложечки деревянные, вот это все типа копейки стоит на рынке. Да, на самом деле и в Салы-Пазары тоже они очень дешево стоят. Я взяла, почему в English Home, потому что я давно уже ищу вот такую лопаточку, именно вот с зубчиками. Вот такую вот именно вот такую. Я еще хочу пошире вот такую найти, без зубчиков, тоже наподобие. А почему я взяла? Материал хороший. Я раньше вот покупала, они у меня быстро ломались, и трещина появлялась, то есть ненадолго. И вот такую именно я давно, аккуратную, хорошую, красивую, я давно не видела. Нигде не могла найти, поэтому я все-таки ее взяла. Она у меня 180 лир примерно в итоге вышла. В итоге цена там была 700 наклеена в другом месте. То есть не 1200, как я вам показывала. Короче, взяла за 180 лир. Ну и, если честно, не жалею, потому что это мне нужно для рецепта, для моего канала. Простые рецепты. Кто не знает, у меня есть еще канал «Простые рецепты». Сейчас собираюсь как раз-таки, почему я взяла черри, что еще, сливки, потому что мне нужно сейчас готовить рецепт с красной рыбой. Вчера я ее засолила, сегодня она уже готова. Вот. И еще у меня есть рецептик с красной рыбой. Я уже его выложу на свой канал «Простые рецепты». Кто хочет, переходите, смотрите, готовьте вместе со мной. Ссылочку всегда под роликом оставляю. Так, вот вытащила я рыбку. В общем, какие планы у меня сегодня? Из нее сделать роллы, поджарить ее очень вкусно.
И еще хочу приготовить курочку. В общем, мне надо сегодня все это успеть. Поэтому встретимся попозже. Не могла не показать вам, смотрите, рыбку вот так разделала. Сейчас я это буду как раз таки на рецептик, она пойдет у меня. Здесь вот как идет тещин язык, такой вот, самые такие жирные места. И это уже на роллы, там буду, в общем, вот это я заморожу в пленке сразу в морозилку. Когда надо, буду на роллы использовать, там, может быть, как просто для бутербродиков на Новый год можно даже. То есть вот таким вот образом. И она у меня на несколько раз, вот этот один кусочек я вытаскиваю с морозилки, и можно просто даже есть, ну, либо к чему-то. Ну, а это так, как бы, ну, в общем, ладно. Сейчас буду готовить, все подготовила, и сегодня такая прям на улице классная погода, тепло, сейчас время обеда, и поет имам. У нас у татаров это мулла, здесь имам, который вот так вот поет, не поет, он не поет, он вытягивает, получается, вот эти вот слова. Говорят, что петь молитвы нельзя, ну, он вот так растягивает, получается, эти молитвы. Не знаю, мне так сказали, я думала, что он поет, мне говорят, он не поет, но это вот мой муж так говорит, не знаю. В общем, буду готовить, по мере возможности буду вам показывать, что я приготовила. А, кстати, еще хотела сказать по поводу икры. Икра у меня вот так вот в холодильнике хранится. И я обычно вот так беру, ее немножко накладываю. Вот такой вот, видно вам, не видно. Вот такая вот она на второй день. Кто не смотрел прошлый ролик, посмотрите. Мне икру подарили. Турки не едят икру, поэтому как бы вот так. И дочке очень понравилось, она кушает, а младший сын, он сказал, бе, ему не нравилось, ему не понравилось. Ну, а муж оценил прям хорошо, прям поел он ее. Вот. Вкусно, на следующий день еще вкуснее стало. И поели мы вот такую вкуснятину. Алмаз прям оценил, говорит, очень вкусно. Всегда после того, как я приготовлю что-то с рецептом, у меня скатерть вся грязная. Пойду сейчас ее стирать. И еще пока мы кушали, нам тут посылочка пришла. Вот такая небольшая посылка из Аданы пришла. Сейчас вместе мы ее откроем. Быстренько стиралку запущу. Это, кстати, наша стиралка. Мы ее везли из Газипаши. Купили фирмы Siemens. Вообще, когда мы здесь в Турции покупали, мы старались ее покупать бошевскую. У нас вся техника там в Газипаше осталась бошевская. Вот. Мы все для себя покупали, не думали, что съедем, будем жить на арендованной квартире. Но вот это вот именно кухня, ну вот это мы оставили, как бы, кондиционер оставили. То есть плита, вот эта вытяжка, все у нас идет Bosch. А именно вот стиралку решили купить Siemens. Она у меня вообще 9-килограммовая. Я ее очень люблю, она классная, такая сенсорная. В общем, это не реклама стиралки, просто я давно вам домашнего блога не было, давно не снимала такой видеоролик, а раньше всегда показывала, как я убираю здесь, можете посмотреть старые ролики. В общем, вот так вот, когда одна только скатерть, мне вот надо ее постирать, и не хочется ни с чем смешивать, стирка небольшая получается. Вот как раз я вам рассказывала по поводу листового порошка. Вот он, вот такой вот, 150 грамм весит, чем носить вот эти 4,5-5 килограммовые порошки. Они действительно также стоят. Этот порошок стоит сколько? 308 лир здесь, в Турции. А в России вроде еще дешевле. Вот, 30 япрак написано. И здесь реально на 30 стирок получается. Но я, когда вот такую маленькую стирку запускаю, получается вот одну вот такой вот листок. Ой, как приятно пахнет. Он, считай, на 2 делится. И я его так вот на 2 делю. Там и написано так, если меньше что-то там 5 килограммов, то вот такой вот. То есть даже хватает, получается, на больше 30 стирок.
И вот таким вот образом я кидаю прям туда внутрь. Я раньше никогда не пользовалась. И после этого мне прям вот, ну, не знаю, я в шоке, короче. Я еще многого не попробовала. И каждый раз, когда вот так пробуешь что-то новое, ощущение, как будто ты чему-то необычному прикасаешься, такому, я не знаю, как это описать, короче. Все лучше, то есть ты улучшаешь свою жизнь, ты чувствуешь, как тебе становится комфортнее, при том, что ты не тратишь больше денег, а затрачиваешь те же деньги. Я не говорю, что это в деньгах дело даже. То есть ты понимаешь, что ты просто вот более изучая вот такие вот всякие вещи, начинаешь жить просто комфортнее в этом плане. Вот, ну, я это вот замечаю. Например, я вот сходила в English Home, я там купила вот эти пластиковые доски, я раньше пользовалась всегда деревянными, ну, либо там тоже на рынке какую-нибудь пластиковую куплю. Она, во-первых, у меня темнеет сразу, вот эти вот, когда ты нарезаешь, что-то там остается. Вот эту пластиковую я купила, доску, да, в English Home. Она недорогая, да, вот эти две пластиковые поменьше и побольше 100 лир, да, стоят. Но они такие классные, тонкие, удобные, на них все что угодно можно. И вот когда ты этим занимаешься, то есть вот это вот делаешь, и ощущение, что ты вот улучшаешь на самом деле свою жизнь. Поделилась, короче, своими наблюдениями. Так, сейчас обычно я ставлю, когда вот такое вот белое, ставлю Гульмек Блуз, ну, то есть отбеливание. 1:05. Ой. Ну вот, что ж я сделала-то. Давайте обратно обнулим. И вот мне нравится сенсорное вот это вот управление. И все. И начинаем. Просто вот так нажимаете, все. В общем, начинает стирать. Ну все, я пошла дальше смотреть посылку. Алмаз, меня не трогай. Хорошо, Алмаз мне дал ножницы. Говорит, открывай. Будешь снимать, как я открываю? Ага. Пальчик тоже не засовывай. Ой, пальчик засунул один раз. Все, пальчик не засовывай больше. Блин, опять засунул. Алмаз. Ну ладно, я почти не... Так. Что такое, мам? Что кричишь? Что я делаю? Езус. Вижу. Что-то мне подсказывает, что это полки. Да. Полки? Угу. Можно мне посмотреть ближе? Сейчас я открою, и ты посмотришь. Только покруть, конечно, не прям. Чтоб вообще никогда не открыли. Вот такие вот полочки. В общем, полки мы заказали разные. Это настенные полки. Чтобы повесить их вот с такими деревянными. То есть вот с такими вот этими. Короче, повешу, покажу. Это раз. Да? Здесь нету крепления никакого. Нет. Теперь нам надо открыть вторую полку. В принципе, можно так же только с края открыть и все. Вот отсюда. Да? Да, это тоже полочки. О! Такие полки, но здесь уже немножко потяжелее в плане Я уже вот встала. такие крепления. Если это папа надо будет сделать. А это надо выкинуть. Все. В общем, вот это мы сейчас попробуем с тобой повесить. Это папа сделает, хорошо? Угу. Я сегодня открывала окно. Что-то становится прохладненько. Сейчас быстренько закрою. У нас здесь сетка обычно. Вот. Но давно я не открывала окно. И давно я вот так вот не одевалась, чтобы дома ходить таким вот. Надо, чтобы на улице было тепло. Вот. Так что сегодня тепло. Так, в общем, это в нашу комнату. Вот так вот у нас здесь 2 гвоздика висели. Сначала думали зеркало поставить, а потом думаем, зачем зеркало? Полочки лучше. Вообще, как бы я много хочу полочек. Я хочу и сюда полочку. Здесь вообще что-то висело, и провода остались. Там вообще кондер был у людей, которые здесь жили раньше. Они прям содрали, забрали стену. Вот что-то и с этой стеной что-нибудь хочется сделать. Короче, здесь вот полочки хочется добавить, потому что у меня куча всего, и нету куда поставить все это. Вот этот столик мы купили, но он этот невместительный. Он, конечно, красивый, но невместительный. Поэтому
Хочется, короче, полки. Я говорю, давай такие же полки сюда поставим. Нет, говорит, купим что-то такое цельное. В общем, когда Алмаз увидел мои полочки вот эти, кстати, я сюда еще заказала такие цветочки, горшочки. Они еще не успели прийти. Но еще много чего заказала, в общем. Когда он увидел, говорит, я тоже хочу к себе в комнату. Так, ну а вторая полочка, это вот эта, по сути. Алмаз говорит, давай, говорит, мы ее нам в комнату поставим. Вообще мы ее планировали ставить вот на эту стену, потому что она у нас голая. Но что-то я смотрю, похоже, здесь немножко мы прогадали. Вот здесь вот. Хотя это как бы Руслан придет, разберется. Она вот такая вот голая у нас раньше. Помните, наверное, висели здесь всякие листочки, то, что нарисовали дети. А это, кстати, у нас картина желания. Мы ее рисовали еще в России давным-давно. Мы это делали со старшим сыном. И тогда еще дети совсем маленькие были, наверное, только родились. То есть, по сути, там написано, что мы хотим в Турции жить, хотим машину, дом, квартиру. Мы все это вместе писали, рисовали, загадывали. Ну что, мы, в принципе, в Турции. Ну да, мы очень хотели в Турцию попасть. Мы часто ездили отдыхать. Мы часто сюда месяцами. Мы месяц в отеле провели как-то. Не поверите. Сначала мне нравилось, потом я так устала. Хотя отель был хороший, такой семейный, недалеко от моря, в Алании. Я так устала. Но после вот месяца вот этого вот, что мы там были, я поняла, что да, я хочу здесь жить, но я хочу здесь жить в своей квартире. Вот. И это был 20-й год вроде бы. И тогда еще запланировали. И после этого месяца, вот у меня как раз таки со здоровьем, я заметила, что улучшение. И у Алмаза. Он был совсем маленький. И он кашлял. Вот сильно кашлял, прям очень сильно. И этот кашель тоже прошел в Турции. Поэтому уж мы решили переехать. Так, не смотрите на бардак здешний, да? Не смотри, Да. а то нам, знаешь, сколько лайков положат? Сколько? Либо 1, либо 10. Мало, да? А нам нужно сколько лайков? Так что ставьте столько. В общем, эту комнату обычно они сами убирают, я не трогаю. Ну, одежду только убираю, что-то там такое лишнее выкидываю. То есть вот такие только моменты. А так с игрушками все вот это вот они сами. Я только свои, а сзади свои. Убирают, да. Стоп. В общем, у нас здесь есть... Стоп, ребята. Я помню, что я вчера когда-то спал и увидел, что там лежат сзади топ-топы. Потом я сразу выкинула от моего кроватка. Просто... Лежали на кровати, короче, вот Нет, это... я просто так спал и увидела сзади топ-топы, и потом так вот спал. Надо не выкидывать, надо убирать. Теперь мама расскажет, ладно? В общем, вот такая вот стена у нас получилась яркая. Потому что дети решили, что стену можно трогать. А по сути стену нельзя трогать, да? Везде, где можно, они наклейки клеят. Вот так вот все шкафы, все вещи обклеены у нас. Вот. И я только сегодня Алмазу объяснила, что после того, как вы что-то наклеите, остается очень некрасиво. И тем более стену трогать нельзя. В общем, у нас есть, кстати, вот такой вот шкафчик, куда мы все убираем. Не шкафчик, а полки. Хорошо, теперь мама рассказывает. И, в общем, вот эти вот штуки, они все сами понаклеили. Вообще у нас есть такие вот облачка для стены, да? Мы когда-то решили украсить. Но смотрим полку. К сожалению, здесь эта полка тоже не подходит. В общем, я думаю, что у нас папа уже сам решение примет, что делать. Как ставить. Может быть, я просто неправильно смотрю. Может быть, они, наоборот, должны выпирать. То есть я не знаю, короче. Именно вот это вот ту повесила, а эту я, наверное, трогать не буду. Короче, поленилась я готовить роллы сегодня. Тем более я с рыбкой сделала рис. Думаю, зачем мне риса столько? Поэтому чисто сейчас вот думаю, немножко за собой поухаживаю, сделаю процедурки. Потому что лицо что-то уже такое прям усталое, видно прям от косметики. И даже от крема обычного дневного лицо устает. Поэтому нужно обязательно
домашнее очищение. Домашнее очищение для лица. Умыла лицо пенкой, теперь у меня пилинг-гель. Может быть, кому-то интересно, какие процедуры я делаю дома. Пилинг-гель. Ну, пенка, понятное дело, да, все очищаются с утра, вечером. А пилинг-гель это, ну, пилинг. В общем, вот эти вот 4 процедуры. Это пенка. Потом еще и гидрофильное масло есть, если тоналки я намажу, или солнцезащитку я обычно еще и гидрофильным маслом очищаю. Но сегодня я ничего такого не мазала, я чисто пенкой. Вот такой вот у меня, кстати, она уже заканчивается, потому что у меня еще и сын старший ею пользуется, она говорит классная. Он раньше покупал себе, сейчас скажу, все расскажу, вот такую вот вещь. И ну, у него немножко акне. Он покупал вот такую вещь себе. Задорого, кстати, 450 или 500 рублей, что ли, вот такая вот. Она вообще неэффективная, он сказал. Взял вот эту вот, он говорит, это намного лучше, хотя она не акне. Здесь еще и акне серия есть отдельно. Это просто как бы фам-клинтик, обычная пенка. Вот, но надолго хватает, я ее покупала уже, не помню, 4 вот этих вот. Большой сет такой, 4 вот такие вот тюбика я покупала. Это вот, допустим, Deep Cleanser, это вот гидрофильное масло, 600 рублей стоит. Это вот Fam Cleanser, пенка, 600 рублей стоит. Потом вот этот вот пилинг-гель, который я сейчас сделала, 600 рублей, кстати. Его еще очень много. Я в неделю 1 раз всего лишь очищаюсь, прям, чтобы все 4 этапа. И последний этап это маска. Вот. И он говорит, мам, мне, говорит, больше нравятся вот эти средства. Он вместе со мной очищается, потому что, ну, он заметил просто результат. Ну, и он тоже как бы такой же, как и я, и за здоровьем следит, и за своим следит лицом. То есть, ну, такой, короче. Вот, вместе со мной учится у меня. Говорит, мам, давай меня учи. То есть он такой, он очень позитивный подросток, очень сильно общительный. Ему здесь, конечно, не хватает общения. И он всегда со мной делится всем. Вот, и это мне очень нравится. То есть я его не учила, я ему не говорю, давай рассказывай, что у тебя там. Он сам приходит, когда ему хочется рассказывать. Вот, в общем, вот так вот, когда скатываешь лицо, вот такие вот барашки появляются. Это грязная кожа, не только грязная, это еще и старая кожа, которую нужно обязательно снимать. Может быть, поэтому у меня как бы лицо... Нет, почему может быть? У меня даже есть результат на этом продукте. У меня есть до и после. Я фоткала. Где-то через 21 день у меня уже лицо изменилось. А им я уже пользуюсь давно. И я сразу сейчас замечаю, что когда у меня оно уже все устает от каких-то косметических средств. Оно лицо устает от каких-то даже вот обычных кремов, да, вот от него тоже оно устает. Поэтому, что я делаю дома, я еще и за лицом слежу. Думаю, может быть, кому-то интересно, поэтому засняла и это. А это у нас, кстати, ванная комната, и обогреватель у нас тут такой вот. У нас здесь тепло, так что и это вам покажу. Сейчас это сниму и нанесу еще пленку, маску. Самое главное, что хочу сказать, что когда лицо очищаете, обязательно старайтесь вытирать лицо вот такой вот салфеткой, потому что на полотенцах очень много микробов, там, бактерий, ну, всего-всего. Можете даже не заметить, там, руки протереть, да, с улицы прийти, а потом это на лицо. Особенно после очищения, это очень важно. Вот я этому тоже научилась ватами. Оказывается, вот эти вот высыпания на лице, они тоже из-за этого появляются, поэтому... Кстати, здесь вот я терла, у меня вот это место такое чувствительное очень. Немножко потерла, уже такая краснота. Вот. Сейчас буду делать маску. Маска это, конечно, такая прям вещь, которую я очень люблю. Вот. Потом пойдем курицу делать в апельсиновом соусе. В общем, сегодня день такой. Я вам рассказываю, показываю все на свете. Вот. Пленка такая, вот знаете, раньше я помню, когда мы делали что-то с клеем ПВА, мы постоянно... потом отдирали, я любила это дело. Вот, и маска точно такая же. Нанесли, отодрали через минут 20-30. Да, потому что подольше походить надо, чтобы она все-таки прям высохла. Вот, потому что, чтобы потом ее не мучиться, когда отдирать. Она такая классная.
Ну все, я красавица. Я пошла делать курочку. Как раз пока что я вот это делаю, я могу курочку замариновать. Так, смотрите. В общем, курочку я разделала. Я убираю кожу, как всегда, потому что на коже всякие вот эти вот... Ну, в общем, мне не нравится кожа. Ладно, у всех по-разному, наверное. Сейчас я прям замариную ее вот так целиком. Просто вот, получается, здесь вы отрезаете, убираете все лишнее, да, и... мне понадобится вот такая посудка. Потом я в духовку ее засуну, да. Так, сейчас сделаем соус. Для этого я взяла, ну, на целую грудку, думаю, 5 чеснока. Наверное, еще апельсин, да, потому что под апельсиновым соусом у меня будет куриная грудка. Конечно же, мы поперчим, посолим немножко курочку. И соевый соус, гранатовый соус. Здесь у нас идет зира, имбирь сушеный, куркума и паприка. Получается, я натерла кожуру апельсина, кожуру лимона и по половинке получается сок лимона и сок апельсина. Также сейчас чайную ложку гранатового соуса, он очень кислый, поэтому его чайную достаточно. Соевый соус 2 столовые ложки. Ну, получается где-то так. Вот, это обязательно соевый соус. Потом сюда же добавляем все вот эти пойдут приправки. Я делаю быстро, потому что у меня уже скоро залька. На мне еще маска, вы, наверное, помните. Вот, и сюда, получается, что мы еще добавим? Мед я не буду добавлять, что-то я как-то не очень, если вот как бы прям натуральный мед, не совсем желательно его добавлять. Вообще его нагревать нельзя, говорят. Так, что еще? Подсолнечное, точнее оливковое масло. Тоже нам надо где-то 2 столовые ложки, нормально, так, чтобы было. Вот. Ну, я думаю, все, как бы вот этим вот составом мы сейчас будем обмазывать нашу курочку. Установила вас сюда, чтобы вы сбоку наблюдали. Так, ну что? Смотрите, я еще чеснок забыла. Сейчас чеснок быстренько сделаю. Чесночком еще приправим обязательно. 4-5 чеснока. Вот так вот я сейчас сначала полью ее, а потом еще в холодильнике она у меня постоит. Чем больше постоит, тем вкуснее. То есть можно сегодня приготовить, можно завтра приготовить. Главное, чтобы в холодильнике была. Вот самое главное еще условие, чтобы она была такая как бы охлажденка. Ну, то есть такая не замороженная курица. Вот вы взяли охлажденку и не замораживаете. И вот таким вот образом она лучше впитывает. Потому что если вы то есть с морозилки возьмете, она у вас, ну, либо если вы достали с морозилки, то надо, чтобы она долго постояла, разморозилась хорошенько. Ну, как бы, чтобы она и внутри была такая. Так, еще я обмазала с этой стороны. Обязательно перчим. Вот, обязательно. И все равно соевого соуса мало, поэтому он соленый, конечно, но лучше вот обязательно солить, чтобы прям соль хорошенько и внутрь попала. Так, переворачиваем курочку. Также сначала мы ее польем, смажем. Вот такая вот у нас она получается. Но, наверное, я ее переверну еще раз, потому что все-таки здесь больше такая мягкая часть. Там, чтобы она прилегала. Потому что, чтобы пропиталась, нам надо, чтобы она вот такая мясная часть была внутри. Вот так. Еще пленочкой это закроем. Так, руки хорошенько помыла с мылом, убрала курочку и начинаю сдирать. Вот так вот у меня всегда проходят мои дни. Если я куда-то соберусь, если я куда-то там еще на улицу пойду, но я сегодня ходила в магазин быстренько, и если это я поход какой-то вот долгий, то я ничего дома не успеваю. Скажите, у вас так же? Просто сколько вот
Сколько раз я пробовала так, потом быстренько, думаю, сейчас быстренько я схожу куда-то. Потом сколько раз я пробовала домой прийти, что-то воспитать. Так, ну все, быстренько стираем масочку. Так, ну что, смотрите, после этой процедуры лицо прям как заново родилась. Вот, в общем, люблю Атоми. И волосы шампунем помыла от Атоми, и посуду мою от этого. В общем, еще хочу попробовать для санитарных там вот этих всех дел, для кухни и для ванны. Короче, пошла и побежала за Азалькой. Высушусь и побежала за Азалькой. И, конечно, самое главное забыла. Тонер – это у меня мое любимое средство сейчас. После очищения любого перед сном в течение дня сколько угодно раз можете мазать. Это чтобы сохранить pH-баланс, то есть увлажнить кожу и сохранить влагу в вашей коже. Вот, это обязательно. Это не тоник, который на спирту и надо смывать. Это тонер, такая вот как водичка, которую надо вот так вот наносить на лицо. И кожа, кстати, после нее не жирнеет. Вот, обязательно, конечно же, и на зону декольте, и на шею. Забыла я же сегодня и тут все чистила. В общем, вот таким образом я за собой ухаживаю. И всем желаю таких же процедур. Вот, а сейчас все, побежала. Помада только, конечно же, тоже от Атоми. Это не помада, а блеск. Тоже с маслами. И просто увлажнить губки. Вот так вот. Кстати, очень долго держится. Смотрите, выхожу за Азалькой, короче. Вот такая вот картина меня встречает. Ну, я надеюсь, это реальная картина. Короче, покажу, когда зайду, какую картину мы заказали. Что-то, друзья, она очень легкая. Аж удивительно. Коробку надо выкинуть. Что-то как-то прям совсем легкая. Ну ладно, сейчас домой зайдем, покажу. Я пошла встречать Азальку. И напоминаю, Азалька в садике. Привозит ее сервис. Вот, в садик мы ходим частный, турецкий. Все, у кого есть вопросы, переходите на старые ролики и смотрите. Встречают меня гуси, как всегда. Гуси-спортсмены. И еще собачка. Красотка. Это, кстати, это кобель, это другая собака. Я думала, это мама собака. Обычно у нас здесь мама с такой большой мордочкой. А тут папа прям. А вот здесь гуси. Нет у меня ничего. Смотрите. Здесь гуси. А тут собачка, которая меня нюхает. Которой, кстати, я боюсь. Но у меня дочка уже подъезжает, поэтому надо ее встречать. Смотрите, вот такую картину я заказала. Ну, она мне понравилась. Мужу понравилась с лодочкой. Она еще не пришла. Ну, похоже, не помню, такого же размера вроде заказывали. В общем, мы заказали 2 картины. Вот. И вот мы спорим с ним. Он говорит, я с лодочкой на кухню хочу. Я говорю, нет, я хочу с цветами на кухню. Напишите комментарий. С лодочкой на море, с луной на кухню или цветочек на кухню? Я думаю, наверное, на кухню цветочек все-таки. Кстати, еще один цветочек вот пришел с садика. Привет! Давно я их вам не снимала, кстати. Вот такие уже большие стали. Скоро, кстати, сколько лет исполняется нам? 6! В феврале 6 исполняется. У нас, знаете, сколько лет? Сколько? 5,5. Сейчас тебе 5,5. Да. А это кто тебе сделал так красиво? Öğretmenin? Воспитать тебя в садике. Вот это да, какая красота! Это на кухню или в зал? Куда хотите? Я хочу себе. Нет, себе подождите. Вы там уже картины навесили. На кухню или в зал? Куда поставили? Да. Эй, аккуратно. Еще один Куда мужчина. А я хотела на кухню. зал? Ну да, посмотрим, куда. Давайте зал. Так, ну, смотрите. Дети настаивают, чтобы я сюда поставила. Здесь зал у нас, конечно, полупустой. Мы еще сюда тоже планируем купить много чего. Короче, вот такая вот картина. Даже как будто бы... Ну нет, это вот на камеру кажется, что она маленькая, но по сути такая большая. Короче,
Посмотрим, может быть, сюда все-таки с лодочкой поставим. Красиво, мне нравится очень. Короче, все же я была права, сюда намного красивее эта картина. Вообще красиво смотрится. Прям супер, я считаю. Короче, пишите ваши комментарии. А вот, ну, картина действительно красивая. Я сама выбирала для себя такую. Вот так вот. Еще на кухне хочется сюда что-то поставить. Вот здесь вот, типа дивана, что-то такое. Угол такой отдельный сделать. Короче, будем уют создавать дома. Рисовала рисунок и написала другое что-то, я не помню. И еще я написала и лайк нарисовала в другом листочке. Я собираюсь делать салат, дети рисуют. В общем, вот такой вот вечер. Скоро придет уже Руслан, муж. И, наверное, на этой прекрасной ноте будем заканчивать этот ролик. Всем желаю побольше, наверное, таких вот приятных хлопот. Будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя. Всех люблю, всех целую. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайки, за комментарии. Пока-пока.